Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на очередной выпуск кулинарного канала «Готовим без изысков». Сегодня мы будем выпекать чиабатту – итальянский хлеб. Особенность приготовления чиабатты – это использование очень жидкого теста и складывание теста вместо замешивания. Нам потребуется 500 грамм муки высшего сорта, или для Германии мука тип 550, 7 грамм сухих дрожжей, 10 грамм соли, 10 грамм сахара, 20 грамм оливкового масла, 400 грамм питьевой воды температурой 35-40 градусов. Ну и, конечно, кухонный инвентарь. Приступим. Вначале мы делаем закваску. В большую емкость высыпаем дрожжи, высыпаем приготовленный сахар, выливаем все наши 400 грамм воды. И из приготовленной муки отбираем 100 грамм. И эти 100 грамм высыпаем в эту большую емкость. И начинаем все тщательно смешивать. Все, я смешал все компоненты, хорошо они растворились, мука, сахар и дрожжи. И теперь я вот эту вот всю смесь закрою пищевой пленкой. Теперь всю смесь, вот эту будущую закваску, я сейчас отправлю в теплое место. Отправлю в теплое место на полчаса. Встретимся через полчаса. Прошло полчаса. И вот такая закваска у нас получилась. Теперь в эту закваску мы будем добавлять все наше тесто. Добавленное тесто я буду смешивать с закваской. Также в процессе смешивания я добавлю соль. В конце первичного замешивания я выливаю наше оливковое масло. И продолжаю дальше замешивать тесто.
Вот такое тесто у нас получилось, жидкое тесто. Теперь это тесто я укрою пищевой пленкой и оставлю в тепле на 30 минут. После этого я тесто буду не замешивать, а только переворачивать. Встретимся через 30 минут. Вот такое тесто получилось у меня через полчаса. Однако я сделаю небольшую сноску. У меня температура на кухне 24 градуса. Это надо иметь в виду, какая температура у вас на кухне. Теперь, как я уже говорил ранее, тесто мы будем не перемешивать, а несколько раз сворачивать. Что я сейчас и буду делать. Тесто я несколько раз сложил и теперь снова оставлю его на полчаса. Вот такую процедуру я буду повторять 3 раза. Прошло полчаса. Вот что у нас. Тесто снова настоялось. Вот что у нас получилось. И я теперь тесто снова складываю. Второй раз я тесто сложил. Сейчас я его укрою опять пищевой пленкой и еще раз оставлю на полчаса. Третий, последний раз начинаю складывать тесто. Оно уже начало пузыриться, и это хороший признак. Все, последний раз я сейчас поставлю тесто отстояться полчаса. После этого буду формировать чиабатту. Встретимся через полчаса. Прошло 30 минут. Вот такое у нас получилось тесто, оно пузырится. И теперь я сейчас начну формировать из него чиабатту. Для этого я разделочную доску посыплю мукой. И начну осторожно перемещать тесто из чашки на разделочную доску. И теперь вот из этого теста я сейчас его разрежу на 2 половинки и буду формировать чиабатту уже в противне.
Вот такие две заготовки чиабатты я сформировал в противне. Сделал две бумажные корзинки, посыпал их мукой и сформировал из теста вот такие заготовки. Очень хорошо видно, что в заготовках, на заготовках выходит воздух. Это один из признаков настоящей чиабатты. Сейчас я эти две заготовки чиабатты накрою полотенцем и дам отдохнуть 20 минут. А сам тем временем включу духовку на 220 градусов. Встретимся через 20 минут. Вот эту чиабатту я поставил в печь на температуру, при температуре 220 градусов. Печься будет чиабатта где-то 23-25 минут. Вернусь через 25-23 минут. Прошло 25 минут. Я вынул готовые чиабатты и поместил их на разделочную доску. Вот что у меня получилось. Видны характерные пузыри для чиабатт. Сейчас эти две чиабатты должны отдохнуть где-то минут 20-25. Я их накрою полотенцем, а потом, когда они отдохнут, я разрежу, и мы уже посмотрим окончательный итог того, что получилось. Прошло положенное время, чиабатта отдохнула, я ее разрезал, и вот что получилось. Видны характерные большие пузыри для чиабатты. На этом тема сегодняшнего ролика исчерпана. Всем приятного аппетита и до новых встреч!